Всем здравствуйте! В этом видео я покажу и расскажу, что интересного можно увидеть рядом с городом Гродно за один день в рамках проекта «Путешествуем по Беларуси». Мы заберемся на смотровую площадку, которая стоит на самой высокой точке – 145 метров перепада, и посмотрим на виды, которые с нее открываются. Побываем в усадьбе Святск-Гурских, построенной в 1828 году, которая после Второй мировой войны использовалась как пансионат и дом отдыха, а сегодня возрождается благодаря частному инвестору. И что особенно интересно, заедем в мемориальный комплекс, посвященный событиям Великой Отечественной войны и памяти солдатам, защищавшим наши границы. Его открыли не так давно, но собрали очень много интересной и уникальной информации в одном месте. Мне кажется, любителям истории будет очень интересно. Посмотрим ДОТ, который сохранился, и много других интересных историй и фактов. Но обо всем по порядку. Для тех, кто ждет моих видео, как инструкцию, куда поехать в выходные с семьей недалеко от города, мои следующие находки. При въезде в деревню Радивилки со стороны Гродно по правую сторону у дороги расположена деревянная смотровая площадка. Не знаю, кем она построена и когда, для каких целей, но огромная благодарность этим людям. Самая высокая точка – 145 метров перепада, и на ней стоит эта смотровая площадка. Если смотреть с нее, то можно увидеть и Августовский канал, и старинные усадьбы, которые находятся в Святске и Радивилках, и снова открывать для себя что-то новое на родной земле и путешествовать хотя бы в выходной день. Чем не приключение? Обзор великолепный, все как на ладони. А если у вас еще к тому же есть с собой бинокль, то вот где будут приключения и необыкновенные виды. Дом, который хорошо был виден со смотровой площадки, это усадьба Святск-Гурских в деревне Радивилки. Расположенная в 3 километрах от Августовского канала, усадьба XIX века, первой половины XX, принадлежала Гурским. Некогда эта семья была одной из наиболее богатых в этих местах и, к тому же, известной меценатством и предпринимательством. Так, в частности, на рубеже XIX-XX веков в Радивилках Петром Гурским был построен крахмальный завод, а от имения Гурских сохранились лишь усадебный дом и хозяйственные постройки. И наибольший интерес вызывает, конечно же, каскад из 5 прудов, расположенный в естественной лощине перед усадьбой. На противоположном берегу от нее разбит парк, от которого на сегодняшнее время уцелела буково-грабовая аллея, которой более 200 лет. После Второй мировой войны усадьба Радивилки использовалась как пансионат. Здесь в 1960-х годах был построен двухэтажный кирпичный жилой корпус и дом отдыха. Сегодня усадьба возрождается частными лицами. А пруды, находящиеся на территории усадьбы, выкопаны вручную в XVII веке монахами-камедулами. Здесь было очень много подземных родников, и каждый пруд от 3 до 4 метров глубины. И перепад местности между прудами тоже значительный, что визуально делает пруды похожими на каскад водоемов. Когда искала информацию об усадьбе, нашла, что здесь даются комнаты, так и гостевые домики, но, к большому сожалению, у них в понедельник был выходной, и увидеть внутри ничего не удалось. Никто не захотел показать. А зря, потому как сюда не приедешь погулять по парку. Территория в усадьбе, как, например, в усадьбе Воловичей, здесь частная, и билеты как бы на территорию и на экскурсию не продаются. И здесь ничего для этого не предусмотрено. Так что это объект исключительно для тех, кто рассматривает этот комплекс как проживание либо отдых. Можно также снять домики под проживание, под конкретное мероприятие, например, свадьба или какое-то большое торжество, когда у вас много гостей, требующих размещения, ну и совместить это отдых в таком живописном месте на воздухе. Ну, чем не причина посетить. И гости комплекса могут провести время на рыбалке или покататься на велосипедах. На территории также есть баня. В общем, кто заинтересовался, ссылку на этот комплекс я оставлю в описании к этому видео. Иногда эту усадьбу еще называют Малым Святском, чтобы не путать с соседним дворцом Святск рода Воловичей, который я уже снимала в своих видео. Ссылку на него я оставлю в конце.
Ну что ж, а мы едем дальше. И недалеко от деревни Радивилки, и недалеко от обзорной деревянной башни на высоте тоже стоит ДОТ времен Второй мировой войны. И не так давно здесь построили целый мемориальный комплекс, посвященный событиям Великой Отечественной войны и памяти солдатам, защищавшим наши границы. Честно говоря, даже не знала о таком месте, просто увидела по дороге случайно, остановилась и, как оказалось, не зря. Здесь установили мемориальные таблички с информацией, которую вы вряд ли найдете самостоятельно. Во всяком случае, вот так, в одном месте. Здесь можно почитать о том, как освобождалась Гродненщина. Собрана даже хронология событий по датам, какие бои шли на границе и что собой представляет комплекс Гродненской крепости, например. Также здесь много информации про лагеря смерти и гетто, которые были созданы на Гродненщине, про партизанское движение. Много уникальной информации и достаточно редких фотокадров. Кто любит и интересуется военной историей Гродненщины, будет очень интересно. Сюда можно приехать всей семьей, и детям тоже будет полезно узнать историю. К тому же, как еще можно привить интерес к истории у детей, если не через такие вот семейные поездки, где все расскажут и объяснят. Родители могут прочитать и пересказать все детям, потому что по дороге к ДОТу есть аллея также фотографий солдат, защищавших нашу землю, и почти все молодые ребята, судя по датам рождения, пришедшие на войну в 18-19 лет. Ну, как говорится, тяжелые времена рождают сильных людей. Сам ДОТ также открыт для посещения и можно зайти внутрь. Это укрепление строилось из железобетона, и толщина здесь доходит стен до 1,70 см. Это давало возможность сопротивляться обстрелу крупнокалиберными снарядами. Все 3 амбразуры ДОТа расположены так, чтобы вести огонь по фронту. Укрепление было двухэтажным, а на первом или подземном этаже располагались силовые агрегаты и вентиляционные установки, помещения для гарнизона и эвакуационный выход. В укреплении сохранились оригинальные двери, уголки для крепления маскировочной сетки и трубы воздуховодов. Рядом вдоль дорожки сделаны лавки, где можно посидеть, отдохнуть всей семьей. В общем, место очень интересное и толково сделанное. Очень рекомендую. Вот такое сегодня путешествие выходного дня у меня получилось. Недалеко от города Гродно, в районе 30 километров, так что на автомобиле доберетесь за полчаса, а впечатлений на целое путешествие. Если видео понравилось и было полезно, ставьте лайк, пишите комментарии, может быть, знали об этом месте или были здесь. Делитесь своим мнением, впечатлениями. Мой канал для того и создан, для общения между людьми. Ну а я, как всегда, всех обнимаю, всем пока и до новых встреч, до новых путешествий.